Второе занятие. Цель представить в первом приближении, как выглядит образ жизни, то есть куда человек вкладывает время, да, свои силы, как выглядит образ жизни человека сильного, счастливого, успешного, так, чтобы он мог... Так, еще разочек, по-другому. Второе занятие. Цель представить в первом приближении, как выглядит образ жизни человека сильного, счастливого и успешного, в отличие от человека обычного. То есть у обычного человека жизнь скучная, как правило, дом, работа, быт. Да, быт — это, как правило, вторая смена. Как правило, больше ничего нет. Более чем 90% населения, или где-то говорят 95-97%, как правило, ничего другого больше нет. Иногда гости пришли, гости ушли. Все. Да. Неудивительно, что от такой жизни, да, депрессии, различные психоэмоциональные другие проблемы, тоска зеленая, одиночество возникают естественным образом. Почему? Да и цели нет себя радовать, включать большую энергию, да, искать воодушевление и достигать каких-то значимых результатов. Да? В данном случае образ жизни или стандарт личности, стандарт достойного человека, идущего к успеху, к силе, к совершенству. В данном случае этот стандарт примерно среднестатистический. Да, в различных направлениях он может слегка отличаться, но суть практически одна и та же. Да, и то, что подтверждается жизнью. Но это тот стандарт, который, да, мы реализуем, скажем, на наших занятиях. То есть какие основные элементы и для чего они нужны. Более подробно, с более точными цифрами это все будет представлено в приложении. Все требования соответствуют внешним целям, да, и личностному росту, развитию человека. По развитию и внешним целям зависимости очень простые. Если человек слаб, все его достижения будут слабые. Если человек сильный, яркий, быстрый, умный, да, вот если он как личность растет, то растут его возможности в жизни. Поэтому развитие относительно успеха — это первичная задача. Основные элементы развития. Да, первое — это занятия и тренинги личностного роста регулярно. 1-2 раза в неделю, там, по несколько часов. Что входит в личностный рост? Чуть ниже, потому что однозначного четкого понимания нет, и особенно эффективно работающих тренингов тоже их не очень много. Но фактически занятия и тренинги — это тот механизм, который более всего качественно и изменяет человека, его судьбу. По всем изменениям это более половины, да, это занятия и тренинги. Почему? Потому что именно на них человек делает выбор, да, принимает решение, что он, скажем, прощается с такой-то слабостью, меняет ее на достоинство. Предположим, кто не любил спорт, начинает его принимать. Кто не верил в себя, начинает в себя верить. Кто не давал себе право, начинает это право себе давать. Если решение не принято, действие невозможно. А чтобы решения, нужны необходимые знания, примеры, где-то помощь специалиста, который отвечает на вопросы. Поэтому первый основной источник всех изменений — это занятия и тренинги, которые изменяют сознание, представление, мышление, ценности и позволяют человеку становиться сильнее, освобождаться от проблем, да, позволяют ему вводить в жизнь что-то новое, в свой внутренний мир и в жизнь регулярно. Второе — это наставничество и индивидуальная работа. Всегда после любых занятий остаются вопросы или индивидуальные проблемы. Их нужно снимать, иначе они не позволят в ряде случаев какие-то знания применить, сделать тот или иной шаг. Хотя бы там, в небольшом объеме, час в месяц, больше-меньше, эта работа необходима, иначе, не ответив на вопрос, человек никуда не пойдет. Следующее. Спорт. У кого бег только на короткую дистанцию, дальше одного дня человек не думает, тому спорт не нужен. Да.
на следующий день он мало повлияет. Кто смотрит вперед на много лет, да, тому спорт жизненно необходим, да, по множеству причин. Да, потому что это и внешний человек выглядит, уровень его работоспособности возрастает в несколько раз, в разы. Со слабым здоровьем много человек не сделает. Ни одно лекарство спорт не заменит. Это с точки зрения успеха и счастья, работоспособность — это энергия, на которой человек живет. Ничто спорт заменить в принципе не в состоянии. Это обязательное требование для всех. Творчество. То, что включает радость. И с одной стороны радость, с другой стороны, неважно, там танцы, театр и так далее, это внешняя подача. Это основа влияния, основа взаимодействия. Если человек не обучен классно говорить, выступать, не может выступить со сцены, он не может быть публичным. Да? Что бы человек ни делал, чаще всего ему нужно разговаривать с другими людьми, у него должна быть поставленная речь. Он должен владеть своими манерами, своей мимикой, своим состоянием. Творчество и обучает этому, если оно правильное, направлено на формирование личных качеств. И это один из основных источников радости. По личностному росту эта программа не совсем минимум, хорошая программа, что-то можно и добавить. Да, кроме этого, по внешним целям работа должна быть в пределах разумного. Мало работают лентяи, много работают те, кто плохо работает, неэффективно работает. Эффективность нужно повышать. Взаимоотношения и семья, и друзья, для этого должно быть время. Традиции, когда собираются или, опять же, близкие, или много людей, балы, другие мероприятия, это праздник души. Достойный человек, который хочет жить на высокой ноте, он должен общаться с себе подобными и находиться на этой высокой ноте, стремиться погружаться в эту среду, чем больше, тем лучше. Лицом в салат — это деградация и саморазрушение. Эти традиции, конечно, необходимо исключать. Для роста профессионализма обязательно должно быть место, время. В идеале у человека есть место для высших мотивов и общественной деятельности. Вот у кого нет жажды изменять мир к лучшему, помогать, у таких людей чаще всего эффективность работы ниже, чем те, кто желает блага этому миру, получает наслаждение от помощи другим. Да, в ряде стран на работу не берут, если человек не участвует в общественной деятельности. Это очень высокая планка с точки зрения личностного роста. Нет ужасных проблем, которые отягощают. Есть богатая душа, которая с наслаждением делится с другими людьми хотя бы несколько часов в неделю. Отдых всех видов и мастей. Вот вся эта схема, как ни странно, у большинства людей дом, работа, быт, и времени не остается. Уборка, там, сериалы. Но вот вся эта схема, она помещается примерно часов 85. Да? Кроме сна, примерно полжизни остается на другие вопросы. Ну как, на дорогу, на быт, на лень, на переживания. Да? При желании можно еще сюда очень многое вместить. Вопрос к оценке себя. Да, здесь есть смысл добавить, что вводить что-то новое в свою жизнь — это очень сложная задача, да, потому что есть привычка, внутренние проблемы и позитивные ценности между собой распределили время и энергию, и они очень жестко тащат человека по определенной колее, по определенному коридору. И чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно постараться. Да? То есть для решения этой задачи нужны знания, нужно сформировать мотивацию, нужно перестроить время, перестроить какие-то привычные процессы, там, какие-то обязательства с людьми. Да? Нужно понять, как это делать, преодолеть море комплексов чаще всего. Да? Пройти не один месяц, иногда и больше, там, полгода, иногда год. Ты учишься, скажем, танцы, голова отдельно, ноги отдельно, вообще непонятно, как это делается. Да? Или спорт, даже бег. Несколько месяцев нужно втянуться в режим, прежде чем ты начнешь получать от этого наслаждение и энергию, и результаты пошли расти. Нужно многое преодолеть,
да, чтобы через определенное время начать получать классные, да, растущие результаты. Поэтому кто способен вносить эти изменения в свою жизнь, он заслуживает, конечно, уважения. Вопрос. Оцените, пожалуйста, свою готовность на данный момент жить шикарной, насыщенной и интересной жизнью. Одно — это из этой схемы, что есть в жизни человека. Второе — наслаждается ли он каждым вот этим элементом жизни, или у него там достаточно много негативных и равнодушных программ. Успеха, вы, надеюсь, будут сделаны правильные выводы. То есть, чтобы человек мог двигаться к вершинам с наслаждением, в конечном итоге это не может быть быстро. Вот эти задачи нужно решить. Внести в свою жизнь все необходимые изменения, да, мотивировать себя и довести до такого уровня профессионализма, что это дает огромное наслаждение, дает море сил и возможностей. Успехов!